Всем привет гостям, подписчикам моего канала. Так это самое образовалась тема по моей тематике. Я сейчас случайно попался мне канал одного блогера, и он рассуждал и говорил о подтверждениях некого ученого, психолога, который, не буду говорить, ни имен, ни фамилии не буду называть, ни откуда они, дабы не, как сказать, ни за что не отвечать. Я хотел только сказать, я, в общем, там и написал, что тот, кто недавно умер, и сказали, что его, мол, супруга вышла там, когда речь какую-то говорить, и вот этот ученый сказал, что она улыбалась, то есть потому как она хотела все внимание иметь лично для себя это. Я скажу, вообще, это глупость настоящая. И главное, что вот так рассуждать, что даже если бы, например, она улыбалась по каким-то там своим обстоятельствам, не знаю, может быть, она увидела каких-то людей для себя знакомых или еще что. Я почему так могу рассуждать? У меня есть свой личный пример, когда я на похоронах своей мамы, а я был у нее, любимый, так сказать, как и многие мои другие родственники, родные. И вот я-то, когда туда прибыл, как говорится, на похороны, я точно так же улыбался им. Я это сам видел за собой, как сказать, я не мог эту улыбку убрать со своих, как сказать. А они на меня смотрели, но никто, конечно, ничего мне не сказал, потому что все знали, что кто я такой, как говорится, для своей мамы, или кто она для меня такая. И они просто, видимо, не понимали мое состояние, я и сам его не понимал. Вот только по этому примеру своему я могу рассуждать, что эта женщина, которая вышла и говорила там, перед тем, как говорить какую-то речь, она улыбнулась. И этот ученый сказал, что она просто ждала то внимание, вот пока он ушел, этот человек, и она заулыбалась, рада вроде как. Ну вообще, блин, и они еще всю жизнь занимаются этими делами. И даже на примерах. Да, это ладно, у меня прямой пример есть такой личный, да? А вот просто самому разобраться. Неужели так сложно, чтобы всю жизнь заниматься и вот так четко определять, что вот именно это так и считается? Ну, никак не может это так стопроцентно считаться. Я только там что добавил, что они-то все пестрят, что... Да вообще, это было все для меня, вот это все было... То, что вот пошло все вот это, вот все заголовки на всех каналах, что вот он то-то, умер, там. Как это... Мне вспомнилась сказка, я сейчас забыл, советская сказка. Там один Горбач вроде был, горбатый какой-то. И вот он упал там вроде с крыши. Я не помню, забыл, как сказка называется. Это можно было посмотреть, не хочу я. Короче, и вот он упал там вроде с крыши и разбился. И этот ходит, Горбатый, Горбач это разбился, погиб. И так же эти все радовались вроде. А на самом деле я считаю, что он не умер. Просто как многие некоторые пишут люди, что его вывели из игры. Почему такое мое предположение? Это версия такая. Это субъективная версия моя. Почему? А она основана на моих случайных психологического толка наблюдений, которые не нужно задумываться, они просто бросаются вам в глаза. Ну вот по поводу этих, например, о заголовках, которые начали пестреть этими, что вот он умер, там его убили.
Во-первых, я вообще его считал, что это был агент не одних спецслужб, а многих. С многих стран. Включая и нашу тоже. То есть он был выгоден даже и для нашей, не буду говорить кого. Почему? Ну, потому что благодаря ему многих людей задерживали, их фиксировали, этих людей. А так бы они были бы не определены. Их не знают, вот где, как узнать, кто есть кто. Никак. А тут он раз, и за него вышли, да? И еще что мне вообще, можно сказать, противно, когда люди кричат «позор, позор». Это просто жесть, я не знаю. Вот, например, если посмотреть какие-то восточные народы, то они там... Я ни к чему не призываю. Просто это люди горячие, и они могут за себя постоять. Они сразу могут, как говорится, и в рожу дать. Поэтому... А вот в более наши, как сказать, светлые такие, они могут только кричать «позор». Вот они будут там ловить одного человека, бить его, пинать, а десяток этих будут ходить и вокруг снимать это. Вот к чему я хотел сказать. Я никого ничего не призываю. Вот это поэтому вот это позор, мне вот это противно слышать. Еще там какие-то слова, возгласы были. Я понимаю, что сказать одно, а быть там, это совсем другое. Ну, каждому, как сказать, судьба предоставила быть на своем месте, потому что кто где проживает, как говорится. Поэтому можно поэтому рассуждать. Вот такие дела. Так вот, добавить к тому, что почему я считаю, что он жив, ну потому что он стал бесполезен, в общем-то. И если сказать, что нам показывали те богатства несметные одного человека, так это вообще ничего не стоит, как говорится. Может быть, эти места вообще даже построены именно были специально для этого, чтобы показать нам, вот, мол, вот видите, сколько они там проживают. У нас люди такие, что наоборот даже говорят, что он еще мало имеет, он имеет право большего иметь. Ну, потому что в нашей среде живут по понятиям. Хотя я, например, жил в Советском Союзе, и мне это всегда было, ну, неприемлемо. Я не любил вот этого. Поэтому Советский Союз, то, что был ранешний, и то, что его сейчас хотят как-то воссоздать, это вообще не пальцем в небо, так сказать, или как. Поэтому невозможно воссоздать то, что было ранее. Потому что там люди совсем другие проживали. Там другое воспитание было. А сейчас... В общем, все. Если кто со мной не согласен, или наоборот, кто согласен, пишите комментарии. Не бойтесь писать комментарии. Что еще сказать? Подписывайтесь на канал. Все, всем пока.